Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это недельный гороскоп со 2 по 8 марта 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее. Быстренько расскажу, что же нам делать на этой большой, мощной, яркой эмоциональной неделе. А для этого небольшой спойлер. Уже почти все гороскопы на март 2026 года вышли для всех знаков зодиака. Водолеи, Козероги, перед вами извиняюсь, но тем не менее продолжаю недельный гороскоп. И да, у нас 2 марта это понедельник. Понедельник день обещает быть активным, мощным, ярким. И день на эмоциях, который продлится у нас к полнолунию. Полнолуние у нас 3 марта в Деве. И да, во второй половине дня Луна у нас уже переходит в знак Деву. При всем при этом Луна будет в оппозиции с Марсом, в квадратуре с Ураном. Поэтому смело могу сказать, что 2 марта день вообще непростой. Напряженный, да. Нам, конечно же, захочется гулять, веселиться, тусоваться, потому что Луна у нас будет находиться во Льве первую половину дня. Это такое веселое, оптимистичное начало, это такая радость после 1 марта, такой вроде как ситуация, хочется нам праздника, весны и тому подобное. Календарная же ведь наступила. И да, дорогие, но здесь Луна в квадратуре с Ураном – это напряженная ситуация, когда нам кажется, что наши нервы на пределе. И оппозиция с Марсом – это очень агрессивная позиция, когда хочется ругаться в прямом смысле этого слова, не просто ругаться, а еще и драться. Поэтому здесь будьте аккуратны. Лилит стоит четко на кармических узлах, поэтому нас будут одолевать всех страхи, готовы, не готовы, можем, не можем, получится, не получится. А я вам говорю, что это всего лишь страхи для того, чтобы мы наконец-таки побоялись настолько очень сильно, чтобы сесть 3 числа и подумать, а чего это мы боимся, вот что случится по ту сторону наших страхов. Ничего не случится, не пришла к нам карьера сейчас, придет попозже. Не случились те самые отношения, значит не договорились, потому что у нас с вами уже на небе работает ретроградный Меркурий. И именно сейчас, вот и 1 и 2 марта, он у нас еще находится в соединении с Венерой, который говорит о том, что нужно договариваться про свои деньги, нужно договариваться про свои отношения, не допускать прошлых ошибок, не позволять своему эго, гордыне чего-то там менять наши планы, потому что закончится вот такой момент споров, и уже будет у нас ситуация гораздо интереснее. Не обещаю стабильного дня 2 марта, день напряженный, наэлектризованный, поэтому здесь постарайтесь максимально честно, рационально смотреть в будущее, подводить, не знаю, итоги своего прошлого года, на своих прошлых действий, весь последний год, даже 2 года. У нас этот коридор затмений завершает вот такой, кому-то обнуляет на самом-то деле наши действия, кто-то трансформирует себя и начинает вести себя по-новому. И вот я уже перешла на 3 марта, потому что 2 от 3 далеко не уходит. Но могу сказать, что 3 пооптимистичнее будет даже, чем 2. 2 будет все казаться очень плохо, что мы все потеряли, у нас все разрушилось. 3 марта там хоть оптимистичный аспект Юпитера будет давать. Но опять же, я вам говорю, что мы совсем справимся. Постарайтесь максимально свести дебет с кредитом, не знаю, заплатить налоги 2 марта, потому что здесь ситуация наэлектризованная. Не допускайте усложнений ситуации в эти дни 2 и 3 марта. Во всяком случае, 3 марта будет уже полегче. Постарайтесь как-то вырулить сложную ситуацию, связанную с финансами, договориться. Ретроградный Меркурий, еще раз говорю вам, он про договориться. Не берите лучше долги в этот день. Будьте аккуратны за рулем. Не оптимистичный аспект Урана, 2 аспекта сразу, поэтому здесь будьте внимательны, не нервничайте, лучше старайтесь никуда не выезжать, просто навести уборку, порядок дома, в финансах. Вот такая история. В салон красоты не советую идти, результат будет странным, непонятным, и вы будете очень рассержены. День такой достаточно
Следующий, сейчас скажу, Женя, у меня подписание договора, у меня подписание контракта. Ну, возможно, вы находитесь, потому что у меня комментарии такие были, вы находитесь в ситуации, когда вам необходимо подписать этот контракт для того, чтобы решить какие-то свои вопросы финансовые, которые накопились, да. Естественно, вы будете раздражены, потому что это ощущение, когда нас как будто бы заставляют что-то делать, а мы, возможно, даже и не хотим, но мы понимаем, что другого варианта нет. Поэтому действуем по обстоятельствам, дорогие, но стараемся в этот день уладить свои вопросы, которые накопились, которые вы реально понимаете есть. 3 марта полнолуние, Луна в Деве, в четких аспектах с кармическими узлами, в потрясающем аспекте с Юпитером, но в максимально напряженном с Лилит. Кажется, что не получится. Да получится, но нужно фокус свой сместить на развитие, на движение вперед, не сидеть на месте, совершать как можно больше действий, двигаться вперед. Здесь поднять компетенции, не стыдно учиться, надо улучшать качество своей жизни. Вот здесь 3 марта нужно принять решение, а это я сейчас говорю, ну, дорогие всем, говорю это сейчас всем максимально. У меня, конечно же, это раки, это девы, это скорпионы, без этого никак, львы туда же, стрельцы, хватит уже бояться, о чем, да, козероги. Сколько можно сидеть и не двигаться еще выше. То есть у козерогов история движение в рост еще больше, но при всем при этом нужно еще взрослее стать. В Водолее, ну, вообще очень долго сидим, ничего не делаем. Сейчас скажу, Женя, вообще, что за такой отзыв, да? Ну, Плутон идет по Водолею. Нужно трансформировать все ваши навыки и качества для того, чтобы ускоряться вперед в свое будущее. Стройте стабильную фундамент, платформу, приобретайте недвижимость, стабильность вам нужна. Вам нужно прийти к стабильности, ту, которую вы ненавидите. Тогда у вас будет все. Рыбы, ну, у вас вообще заканчиваются все ваши эмоции, ваши последние двухгодичные переживания, страдания, которые у вас были. Собирайте весь свой потенциал, думайте мудро, думайте много, масштабно и двигайтесь вперед. Нельзя бездействовать этот месяц, если коротко. Овен, но пришло ваше время, дорогие, стать ответственными, если вы убегали от ответственности. Вот оно на 2,5 года заглянуло к вам. Расширение, масштаб действия, профессионализм. Вот так включаемся. Тельцы. Дорогие тельцы, у вас здесь взрослость, у вас здесь движение вперед в рост, свои страхи перебарываем, комплексы, с комплексами разбираемся, понимаем, что вы на том месте находитесь благодаря своим комплексам, боитесь чего-то там, поднимаемся выше, нужно уже подняться вперед и будет хорошо. Близнецы, ну, дорогие близнецы, у вас профессионализм, рост, почти все то же самое, что у Овна, Сатурн будет вас прям-таки трансформировать, а с конца апреля еще Уран перейдет в знак Близнецы. Поэтому сделайте сейчас как можно больше для того, чтобы потом это не было какой-то неожиданностью. Раки, расширяйте в себе свою емкость финансовую, свои любовные отношения, расширяйте в семье, расширяйте себя вообще в этой жизни. Не набором лишнего веса, а расширяйте свой профессионализм, свои лучшие качества. Ну и львы, что у вас львы, дорогие? Ну не сидим на месте. Только в рост, только больше, у вас вообще тут все и Плутон, и Нептун, и Сатурн, все это вам светит и говорит, ну давайте уже быстрее на ступенечку выше поднимаемся. Девы, наводим порядок, убираем лишний хлам из жизни, поднимаемся выше, в этот коридор затмений, на этот Марс закаляемся и идем вперед. Не боимся, не страшно. Всем страшно, ну а что еще делать? Ну, весы. Весы. У вас история очень классная на самом-то деле, если вы идете вперед. Но опять же, Сатурн говорит, надо взрослеть, Плутон говорит, растем еще выше. Уран скоро придет, тоже будет трансформировать. Юпитер дает недовольство. Понимаете, вы все это почувствуете. Вот в этом марте бежать от этого не надо, просто нужно изменить свою тактику и двигаться дальше. Скорпион, максимально давим на газ, вы можете с этими, со всеми трудностями перебороть. Вы можете все это поднять выше, и все у вас будет отлично, прекрасно и замечательно. Вы скорпион, вы вообще самый живчик из всего зодиака, поэтому здесь, мои дорогие, просто поднимаемся. Я понимаю, что уже очень много страшилок про коридор затмений, про март. Нет, здесь просто нужен четкий план. Даже вот у меня есть четкий план, я пишу, про что я вам буду говорить. Хоть у меня тут и схематическое изображение, но чтобы не забыть и рассказать, как это будет влиять на каждого. Вот 3 марта мы с этими эмоциями, там, 2-3 будем разбираться. И что дальше? На дальше у нас все классно. У нас 4 марта.
У нас хороший день, среда. Луна еще в Деве, но в потрясающем аспекте с Ураном, движение вперед, то есть здесь какие-то новые проекты, новые дела, ускоряемся вперед. То есть я опять же вам скажу, нам не нужно сидеть, утопать в эмоциях на этой неделе. Эта неделя для того, чтобы осознать, да, не сделали, да, были неправы, да, упустили возможности. Что делаем? 2-3 марта край собираемся и давим на газ своих действий, возможностей, договариваемся, стучим во все двери. И здесь как раз-таки стучать в новые двери, новые связи коммуникаций, решаем свои вопросы с долгами, если они есть. Луна в точной оппозиции с Сатурном и Нептуном, там еще и Венера в соединении. То есть решение вопросов, да, решение прошлых отношений, вопросов в любви тоже самая история. Вопросы с финансами однозначно нужно на этой неделе подтянуть. Потрясающие здесь истории с этим связаны. Поэтому что? Да, не обещаю в легкости. Кто сказал, что в легкости? Но если договариваться, получится вот очень красиво договориться, потому что еще и в далеком соединении ретроградный Меркурий с Венерой, с Нептуном, с Сатурном. Надо договариваться. Все проблемы от того, что мы в какой-то момент замолчали. И что здесь? Хороший день для обучения, хороший день планировать что-то большое, переезды, тоже хорошая история. Коммуницировать, договариваться в деньгах, устраиваться на работу, хоть и будет казаться, что это не то, не олицетворение моих амбиций, но зато это принесет вам деньги для того, чтобы жить. Понимаете, о чем я говорю? Где-то внутри будет казаться, что это не так, но для будущего вашего это сложится хорошо. Может быть, вначале будет некомфортно, но для будущего однозначно хорошо. Идем дальше. 5 марта Луна в весах в квадратуре с Юпитером. Будет история противоречий, хочется ругаться, скандалить. Еще и оппозиция с Сатурном, с Нептуном будет такая внутреннее противоречие, которое я и говорила, что 4 числа будет вот это вот такое желание не делать то, что делать нужно. 5 числа в четверг придет такое конфронтация, захочется ругаться. День не для того, чтобы ругаться, показывать, я не знаю, там свой характер, свои какие-то негативные черты, потому что можно максимально сильно поспорить и ничего не выиграть. А если четко, планомерно понимать, да, сейчас где-то я терплю неудобства, но мне это нужно для приобретения своего фундамента, приобретения недвижимости, для заработка денег, а потом я с этим разберусь. Мне это нужно для того, чтобы дальше разобраться, там, вектор спланировать по жизни, и будет хорошо. Вот ради этого нужно понимать, Луна в весах говорит о максимальной дипломатии. И если со своими страхами в голове переговорить, я хочу сказать так, то получится очень хорошо, очень выгодная для вас позиция. 6 марта, пятница. У нас Луна еще в первой половине дня в квадратуре с Юпитером. Естественно, мы когда ворчим в один день, это обычно редко укладывается, поэтому продолжаем не спорить, не конфликтовать в пятницу. Луна еще в весах. Нужно максимально быть дипломатичной для того, чтобы решить все свои дела. Если у вас, опять же, на этой неделе сделка по приобретению недвижимости, автомобиля, либо же продажа какой-то вещи старой, то есть там машину не могли продать, квартиру, дом, имущество не могли продать, продавайте в этот период, хорошо пойдет, но опять же, здесь нужно понимать на рынке, какую цену вы даете. Может быть, у вас не продается, потому что вы цену подняли слишком высокую. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот такая история. Здесь очень выгодно что-то продать и очень хорошо что-то купить. Купить получится хорошо с заемными, с кредитными средствами, потому что Венера находится еще в потрясающем аспекте с Плутоном, в соединении с Венерой и с Нептуном. Эмоциональная может быть покупка, но обязательно это должно быть стабильное. Не скажу вам тратить на какие-то такие вещи на этой неделе, импульсивные, легкие, красивые, приятные. Ох, ну только если вы вкладываетесь в отношения, да. Если вы вкладываетесь в статус, да. Если вы вкладываетесь в будущее, да. Просто так распылять свои денежки не надо. Идем дальше. 7 марта. Луна в знаке Скорпион. И 7 и 8 марта Луна будет в Скорпионе. 7 марта Луна в Скорпионе, но еще и в квадратуре с Плутоном. Нам захочется много. Очень много всегда хороший аспект. Но Луна еще в хорошем аспекте с Марсом. Гармоничный аспект. Когда нужно делать? Хотите много? Делайте много. Прекрасный день для больших, классных, потрясающих сделок, для того, чтобы договориться с бизнесом. Какие-то структуры с ними тоже хорошо договариваться. Очень нужно вообще договариваться. Пускать на самотек не советую. Просто так сами придут проблемы. Вот.
Идем дальше. 8 марта. Очень гармоничный день. Очень гармоничный день. Луна в Скорпионе. Луна в Скорпионе в гармоничном аспекте с Юпитером. В потрясающем аспекте с ретроградным Меркурием, Солнцем. Это такой большой трин. Большая, красивая, приятная астрологическая конфигурация. И с Луной в Скорпионе. Вот здесь вот прям захотите много, построить себе какой-то большой мощный план. В любви, в отношениях захотите много, потому что Скорпион это партнерский знак. Если вы в бизнесе решите какую-то большую мощную сделку на этот день запланировать, очень хороший день. Если в любовных отношениях вы придете к каким-то большим мощным целям, делам, желанием, то есть там желание там, приобрести недвижимость, хороший день, чтобы зачать ребенка, между прочим. Но понимаете, ребенок, который зачат в марте, когда он рождается, это стрелец. Это стрелец с большими амбициями, планами на будущее. И это может быть еще и ноябрьский стрелец, в том числе, который такой, скорпионе, либо начало декабря. Вот такая история, понимаете, о чем я говорю, да? Еще и в день, когда Луна в трине с Юпитером. Опять же, очень интересная история. Не могу обещать здесь девочку или мальчика, потому что Луна буквально на следующий день перейдет в огненный мужской знак, поэтому здесь и девочка, и мальчик возможно, поэтому вот такая история. Потрясающий на самом-то деле день 8 марта, не в плане праздника, в плане больших каких-то мощных целей. Проведите его хорошо, этот день. Проживите вот этот день, проведите так, той жизнью, которой вы хотите жить. Если вы хотите романтику в свою жизнь, романтику. Если вы хотите стать кем-то умным, проведите этот день за знаниями. Если вы хотите как-то вот хорошо, красиво начать качественно жить, сходите в какой-то красивый ресторан, в красивое место. Но опять же, вы должны получить от этого не просто эмоции, вы должны получить от этого ощущение, подкрепление своего того, что вы будете когда-то жить этой жизнью. Сейчас скажете, Женя, что за какие-то эфемерные истории? Но у нас очень позитивная Венера, у нас Марс в соединении с северным кармическим узлом. И если вы вот это свое ощущение подкрепите своими действиями, максимальными стремлениями, желаниями жить так, как вы давно себе где-то в голове представляете, да, тогда у вас будет получаться. Опять же, просто так одни разговоры – это не то. Но здесь нужно ускоряться вперед и двигаться. Март у нас для того, чтобы побороть все свои страхи эмоциями, стать практичнее, действеннее, активнее. Очень классный месяц, но мы будем действовать, конечно же, под давлением наших эмоций, переживаний и страхов. Поэтому нужно их любить и понимать, почему у нас есть этот страх, эта эмоция. Они заставляют нас двигаться вперед. И это нужно понимать. Потрясающая неделя со 2 по 8 марта, мои дорогие. Двигайтесь, развивайтесь вперед, все у нас будет хорошо. Я желаю вам потрясающей недели. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.